Я всех рада приветствовать на своем канале о вязании. Меня зовут Наталья. Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую вот интересную игрушечку-змею. Да, я видела сейчас очень много интересных таких змей в Инстаграме. Ну и решила тоже попробовать связать такую змею. Нашла на просторах интернета схему. Вот, чуть ниже описания я вам либо сфотографирую, да, либо напишу под видео. Мы с вами свяжем поэтапно. Вот. Она вот такая вот связана она, да, из пряжи мягенькой, набитая синтепоном или холофайбером. Я уже не помню, что я брала. Ну, специально для игрушек я брала. Вот. Немножечко, что хотела сказать, отступить от темы, да. Я хотела вам предложить, если вам, конечно, будет такое интересно, если вы вяжете по моим мастер-классам, да, то я вам предлагаю скидывать мне ваши фотографии или вязаные изделия, да, на фотографиях на этот вот, в Телеграм у меня есть там мой, да, либо же в Инстаграм, если там отображается моя почта, можете на почту, если вам так удобно. Вот, и я создам плейлист вашей работы по моим МК, да, и буду их выставлять, если вам такая интересная пропозиция, да. Так, это я сказала. Ну, давайте перейдем. Значит, захотелось мне ее связать. Я нашла схемку. Вот, она очень простая. Там просто другая пряжа была связана она, да. Вот, я сейчас вам расскажу, какой я пряжей вязала. Значит, она у меня очень длинная, вы как видите, да, очень большая, в камеру не вмещается. А, по-моему, сантиметром, я вам сейчас скажу, сколько она. По-моему, там 90 с чем-то рядов на ней. В ней, да, связана она. Сейчас посмотрим, сколько она имеет в длину. От головы я беру. Вам не видно, но я вам скажу, от головы до конца хвоста 96-97 сантиметров где-то длина у нее. Вот, она большая. Значит, связана она крючком. Я первый раз делала, вязала ее крючком номер 5. Она очень мягкая. Такая вот она, видите, даже просвечивается местами, да. Но я не хотела жестко. Я попробовала, связала крючком номер 5. Сейчас я буду с вами вязать крючком номер 4. Хочу попробовать. Очень красивая, да. И здесь, вы как видите, есть переходы от смены цвета. Вот видите, переход, ступенечки, да. Сейчас я буду с вами вязать, покажу вам, как я все-таки решила делать без ступенечек. Здесь просто навяжется по кругу. Вот, а я буду вязать ее без ступенечек, покажу вам. Даже видите, как этот переход виден. Вот, я пыталась и под низ там брать, я пыталась брать этот вот, все равно переходы видны. Вот, сейчас вам скажу пряжу. Пряжи, вес, по-моему, у нее, я что-то не взвешивала, но 80 грамм у меня ушло голубой пряжи, потому что у меня было таких два моточка, видите, я их скрутила. Это Dolce Yarnart, 100 граммов. 100 граммов 120 метров. Микрополиэстер. Цвет 746. Крючок здесь предлагает от 3 до 10. Я вязала номер 5, еще раз повторюсь, да. Этой пряжи у меня где-то ушло 80 грамм, 70-80 где-то так. А желтая пряжа у меня ушло 30 грамм, это я точно помню. Значит, цвет не скажу, цвет потом я вам скажу, какой номер цвета, либо напишу под видео. В вкладочке там еще, да. Вот. Сейчас я с вами буду вязать такую же красавицу, да, из Дольче белая только. Тоже ее смотала, кошка моя бегает, простите. Смотала ее через этот моталку, да, для пряжи. Для пряжи цвет 741 номер, да. Вот. И крючком, как я сказала, буду вязать на 4. Вот. А этот вязала на 5 таким крючком. А еще вам хочу, у меня сейчас еще одна змеюшечка в процессе. Она вяжется вот таким вот крючком бамбуковый, да, китайский, номер 3. И вот такого цвета она у меня. Сейчас я вам ее покажу. Она еще в процессе вяжется. Вот такая вот оригинальная змеюшечка. Только из пряжи я попробовать решила софти.
Чем отличается Дольче от Софти? Дольче очень хорошо видно, да, куда вставлять крючочек, да, в столбики, там, где мы будем вязать без накида. А в плюшке, ну, честно скажу вам, не видно. Видите, как видите, у меня очень слабо видно переходы вот эти. И я все время каждый ряд я считаю, потому что, видите, плохо видно куда, но первый ряд еще можно понять, когда меняешь цвет, а уже последующие ряды не видно. Но вы наловчитесь, я знаю, вот, и у вас все получится. И глазики. Здесь глазики у меня, как видите, разные. Здесь глазики просто такие вот на заклепочках у меня были купленные, да, вот такие вот глазики на вот таких сзади заклепочках. Видела, многие глазики пришивают. Я решила их заклепнуть. Вот. Они вот такие вот идут вот так. И сзади вставляется вот такая вот заклепочка. А здесь глазики у меня уже немножечко другие. Да? Вот такие вот они, видите, переливаются внутри. Вот. Это глазики у меня идут, они идут вот в такой упаковочке с такими вот бумажечками золотыми. Там, видите, она переливается. И тоже они заклепываются. Вот. Софти я вяжу на пробу. Она, конечно, эту змею я связала за 2 вечера. Очень легко вяжется, быстро. Так, она мне прям немножечко отвела от процессов. Я решила, что легкая повязать, и захотела связать игрушку. Дочка у меня, хоть и взрослая, но давно просила какую-то мягенькую игрушечку связать. Я что-то решила связать змею. Очень люблю змеек, змеюшечек, да. Они мне очень нравятся. Хотя боюсь, но они мне нравятся. Вот, и решила попробовать софти. У меня была софти, когда-то я плед вязала, синяя осталась одна упаковочка. И цвет, я вам сейчас скажу, синий, серый цвет у меня идет. Здесь серый цвет, он может казаться белый, но он светло-серый. Это софти, значит, крючком я вяжу номер 3. Софт это микрополиэстер, 50 грамм, 115 метров. Ну и крючок они предлагают 2,4. Я вяжу на троечке. Цвет, еще раз, 416, потому что забыла сказать, да? А синяя пряжа, такая же самая, только цвет 141 номер. Вот. Ну и холофайбер у меня, по-моему, вот холофайбер. Видите, он такой рваный вот такой. Я вот провязала немножечко и вставила туда холофайбер, засунула, да. Можно какой-то шпажечкой, можно, кто-то я видела, палочками от суши, да. Вот. И я просто немножко провязала и туда холофайбер. Значит, я вам показала, сказала при крючки. Нам понадобится сантиметр. Да, счетчик я пользуюсь в начале, когда вяжу голову, а потом я уже не пользуюсь. И так же самое пользуюсь маркером одним. Вот у меня здесь есть маркер. Вот, пользуюсь одним маркером, потому что удобно очень. Ну, кто-то, я видела, не пользуется. Мне так удобно. Я вот, видите, ставлю себе начало ряда и считаю, потому что здесь не видно. И я считаю петельки всегда. Каждый ряд считаю, сколько петелек, чтобы не ошибиться, чтобы не провязать ни меньше, ни больше. Так, ножнички понадобятся. Ну, иголка, чтобы... Вот ножнички и иголка, чтобы заправить потом оставшиеся нитки в саму змею ввести. Так, про крючки сказала, все сказала. Ну и тетрадка, чтобы записывать, ну, там запишите себе схему, да, она не нарисована, она написана. Мы будем вязать с вами по рядам, и вы уже поймете, как она вяжется. Я думаю, к концу ролика я уже свяжу ее, вот, и покажу в конце, как она будет выглядеть и сколько она будет. Та же самая схема, только маленький крючок, и она, конечно, как видите, она почти в 2 раза, да, даже если в 3 раза, то да, она меньше, чем большая змеюшечка. Видите, какие красивые змеечки. Можете одним цветом вязать, можете разными цветами, можете 3 цвета добавить. В этот раз я хочу связать бело-желтую, черно-желтую, вернее. Есть такая, видела на картинке змея черно-желтая, она мне пчелочку напоминает. Вот, свяжем ее черно-желтой в тематике. В этом у меня такая бирюзовая с желтым, да, получилась. А ту свяжем уже с вами черно-желтую. Можете, кто хочет, добавить еще белый цвет, да, совместить 3 цветов, либо же сделать двухцветный, либо же однотонный. Я сделаю пчелочку. Основной цвет, конечно, будет черный, а желтый будут такие вот полосы. Вот. Сейчас мы здесь оставим змеюшечку.
Так, вроде бы я вам все сказала. Ну, давайте приступим к вязанию. Так, делаем, так как у нас кольцо амигуруми не вяжется, да, она сыпется сильно, мы с вами провяжем сейчас 3 воздушные петли. Значит, как я делаю петельку? Ложу кусочек, да, конец нити, делаю петелечку, придерживаю, ввожу крючок и вытаскиваю нить рабочую, все, и затягиваю. Вот так я делаю петелечки. Дальше провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Соединяем в круг, протягиваем, да, вот. И теперь сюда делаем воздушную петлю подъема и ввязываем 6 столбиков без накида. Это первый ряд. Раз, сюда же 2, 3, 4, 5 и 6. Вот, вязали. Теперь соединяем. Здесь мы делали одну петлю, да, соединение воздушную, мы вводим крючок и протягиваем. Вот, делаем одну воздушную петлю, и я вяжу маркер. Я вам говорила, да, что я вяжу маркер всегда. Вот, мне так удобно. Вы, конечно, можете не вешать. Теперь второй ряд. Второй ряд мы делаем в 2 раза, увеличиваем петли. Если у нас было 6, сейчас должно быть 12. Делаем столбик без накида в первую рядышком, да, раз, сюда же 2, следующую петлю 3, столбик, сюда же 4, вводим следующий крючок 5, сюда же 6, следующий столбик 7, захватываем, да, опять же вводим сюда 8, я буду показывать медленно. Вот следующие 2 косички, видите, вот они, раз и 2. Захватываем рабочую 9, протягиваем, да, сюда же. Так, 9, 10. Следующие. Вот, 11. И сюда же 12. И вот у нас, видите, петелечка, да? Мы ее снимаем маркер и объединяем. Вот. Вводим крючок и через петлю протянули. Делаем воздушную петлю подъема. Опять ввожу маркер. Сейчас нам надо сделать, прибавить еще 6, да, петель и получить 18 петель. Как мы делаем? 18 столбиков. Вот, провязываем первую столбик, да, раз, следующий, делаем прибавку 2, 3, следующий столбик 4, следующий столбик делаем прибавку 5 и 6, следующий столбик 7, следующий 8, сюда же 9, следующее 10, делаем прибавку 11, следующий, да, 12, без прибавки 13, следующий столбик 14, прибавка 15, следующий 16, следующий столбик прибавка идет у нас. Так, проскочила я петлю. 16, следующий 17 и прибавка 18. Провязали, соединяем в круг, да, чтобы сделать колечко, протягиваем и 1 воздушная петля. Сделали. Четвертый и пятый провяжите самостоятельно, без прибавок. Так, 6 ряд. Делаем, объединяем, да,
воздушную петлю. В 6-м ряду мы делаем прибавочку. 3 петли. Значит, провязываем 5 петель без прибавок, 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же делаем 6. Следующие 5 петель. 7, 5 столбиков. 8, 9, 10, 11. И сюда же, в этот же столбик, да, 12. И еще 5 столбиков. 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И сюда же 21. Есть. Соединяем круг и одну воздушную петлю. Так, это у нас был 6-й ряд. Сейчас будет 7-й ряд у нас. Так, нам нужно прибавить 3 петли в 3 столбика без накида, да, и еще потом 3 петли. Должно получиться 6 петель, 8 петель, 6 петель и 7 петель. Поехали. Делаем прибавки. В столбик без накида 1, сюда же 2. Следующий столбик 3, сюда же 4. Следующий столбик 5, сюда же 6. Вот мы прибавили 3 петли. Теперь провязываем без 8 столбиков без накида, без прибавок. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Сделали. Теперь мы провязываем еще 3 прибавки в 3 столбика. Так, 14, да? 15, 16, есть, 17, 18, есть, 19, 20. И провязываем 7 столбиков без прибавок. Так, 20. Черная пряжа очень тяжело. Главное не попасть в этот же столбик, да? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27. И соединяем в круг. Так, 8-й ряд делаем прибавки. Так, провязываем первый столбик без прибавок, да, без накида, без прибавок. Второй столбик с прибавками. 1, 2, это уже 3 петли. Следующий 4. Следующий столбик 5, 6. Следующий столбик 7. Следующий столбик прибавка 8. И сюда же 9. Есть. Так, следующие 8 столбиков провязываем без прибавок. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Есть. Делаем дальше прибавки. Следующий столбик 18, 19 и прибавка 20.
Следующий столбик 21, следующий 22 и прибавка 23, следующий 24 и прибавка 25 и сюда же 26. Так, и провязываем еще 7 столбиков без накида, без прибавок. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Так, и теперь мы в круг, да, и воздушные петли подъема. Это мы провязали 8 ряд. 9, 10 и 11 провязываете. А нет, это у нас был... Да, 9, 10 и 11 провязываете без прибавок. Так, вот мы связали, да, мордочку. Теперь нам нужно сделать глазки. Вот. Мы вставляем глазки на то расстояние, которое вам нравится. Я так приблизительно посмотрела, как мне нравится, да, вот. Смотрю высоко. Пока еще не заклепываем, чтобы глазки держались, ну, стояли правильно. Вот, видите? Чуть-чуть это. Так. Вот, если вам нравится, допустим, да, если вам все подходит, и расстояние, и все, то тогда, может быть, здесь прям, нет, я вот так вот вижу, да? Вот так оно будет. Теперь делаем заклепочку. Значит, я не сильно буду заклепывать. Заклепочкой, да, так прищелкну один раз. Вот. Прищелкнула. Сразу не надо защелкивать их, потому что вдруг вам не понравится. И вот видите. Вот я отщелкнула один защелочку. Вот. Они как бы держатся и при этом не открываются. Это мы с вами связали 11 ряд. Теперь вяжем 12 ряд. Теперь мы будем убавлять. Так, сделали в одну ширинную петлю и сразу делаем убавки. Есть несколько способов убавок. Я вам покажу, которым, в принципе, пользуюсь я. Вот, вводим крючок в один столбик, захватываем рабочую нить. Видите, уже 2 петелечки на крючке. В следующий столбик вводим, захватываем рабочую нить. Вот, у нас 3 петелечки на крючке. И теперь захватываем рабочую нить и протягиваем все через 3. И вот мы из 2 столбиков сделали 1 столбик. Теперь делаем, провязываем 15 петель без убавок. Сделали 1, это 2, 3, 4, 5, 6, 7. Многие, кстати, глазки делают вот здесь, там, где у вас шовчик. Я сделала глазки вот здесь. Мне так больше понравилось. Можете, конечно, если вам нравится вот здесь, можете сделать вот здесь. Надо будет, кстати, вот если вам такая идея подойдет, так я сейчас смотрю, да, отключусь немножечко. Смотрите, можно просто сделать здесь в конце, в начале убавить 7, провязать 7 петель без убавки, а в конце 8, чтобы вот эта вот сторона была вот здесь, да. Здесь у нас идет 8 петель, они перейдут сюда, а здесь 7 петель, 7 столбиков перейдут вот сюда.
Мне кажется, оно будет так красивее. Ну, надо бы попробовать. Что так вот видно немножко все равно шовчик, он виден. Так, ладно, на чем мы остановились? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас будет 8 столбик, да? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Вот оно мне прям покоя не дает. Оно прям красиво так лежит. Может быть, все-таки переменять схему. Я все-таки попробую еще сделать одну змею. И если все-таки будут какие-то у меня изменения, я вам это все расскажу. Но пока вроде мы сделаем так. Но просто мне прям здесь очень нравится. А не хочется, потому что здесь виден шовчик. Видите, да? Не знаю, видно вам или нет. Но вот видно, как мы делали здесь. Поэтому так видно. Но здесь эта сторона красивее. Я все-таки, наверное, продумаю. Как-то, может быть, переделаю. Если что, сообщу вам. Или даже свяжу, может, с вами покажу разницу, да? В общем, я это все еще обдумаю. Так, 15 и 16. 16 столбик. Так, сейчас я пересчитаю. Так, теперь делаем убавку. Еще раз показываю. Вот у нас столбик следующий, да? Протягиваем петлю. Следующий столбик берем. Протягиваем. И вот 3 петелечки на крючке и затягиваем. Это вторая у нас убавка. Теперь провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4 и 5. Есть, да? Ну, прям нравится мне эта сторона, но прям не могу. Так, ладно. Дальше делаем еще одну убавку. Это будет последняя, да? Еще раз. Так же самое раз. Следующий берем 2. Провязываем вместе. И теперь провязываем 7 столбиков без накида и без убавки. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7 столбик без накида. Вот. Ну, хотя здесь тоже красиво, но вот здесь прям вот эта мордочка прям вырисовывается она. Видите разницу? Я вам еще раз покажу. Вот прям вот видно этот как лобичек, да, вот такой вот идет здесь. А здесь идет ровненько все. Все-таки надо пересмотреть. Ну вот хотя при готовой змее, как бы оно не сильно бросается в глаза, когда уже свяжешь ее, да? Здесь такого нету. Ну, посмотрим. Дальше поехали. 13 ряд. Будем еще убавлять. Так. Мы еще не соединили, да? Извините. Соединяем. Вот. И воздушная петля. Так, 13 ряд. 6 петель убавляем. Делаем 3 петли. Провязываем без убавлений. Раз. 3 столбика, да? 2. 3. В четвертую убавляем. Как я делаю? Протягиваем сначала 1 петля. И следующий столбик 2 петля. Вот. 2 столбика мы провязали, протянули просто петли. А теперь их сейчас объединяем в одну. Вот 4. Дальше 3 столбика без накида, без убавок. Так, 5, 6,
и 7. На 8 делаем убавку. Смотрите, один столбик протянули крючок, да, захватили рабочую петлю, вытянули. Следующий столбик берем, опять крючок вводим, захватили рабочую нить, вытянули. И вот у нас 2 столбика объединяем в один. Вот так. 8, да? Дальше. Еще раз 9. Просто провязываем 3 столбика. 10. 11. На 12 убавляем. Раз, 2, 13. 12. Да. Теперь 13. Без, да, убавляем. 14. 15. Теперь убавляем. Раз и 2. Это у нас 16. Дальше 3 без убавки. 17. 18. 19. Так, и убавляем. Раз, 2. Черная пряжа очень тяжело. 20. И следующие 3 петли. 21, 22 и 23. И следующий, последний делаем убавочку. Раз, следующий петель, 2 столбики и 24. Вот у нас по кругу получилось 24 петли. Соединяем в круг, протягиваем, так, и воздушная петля. Есть. Ну, 14 ряд делаем тоже убавки. Так, только уже через каждых 2 петли. Провязываем 2. Раз, 2. На 3 убавляем. 2. Так, 3. Дальше. 4. 5. Убавка. Раз. Это у нас 6. Дальше. 7, 8 просто провязываем. 7, 8. На 9 делаем бабочку. 9. Есть. 10, 11 без убавки. 10, 11, 12 убавка. Раз, 2. Так, 13, 14 без убавки. 13, 14 без убавки. 15 убавка, да? Раз, 2, убавка. 16, 17, да, без убавки. Ну и 18 убавка. Раз и 2. И затянули. Есть. Провязали. Соединяем в круг. 18 петель у нас уже есть. 18 столбиков. И воздушная петля. Так, смотрите. 15 ряд. Убавляем только 3 петли через каждые 4 петли. 4 столбика. Поехали. Провязываем. Раз. Так, секундочку. Я только надеюсь, что вам видно. Надеюсь, что вам видно. Так, поехали. Раз. 2. 3, 4 и убавка. 5 убавка идет на 5, да. Есть. Дальше. Еще 4. 6, 7, 8 и 9. И убавка на 10. Есть. Дальше еще 4.
11, 12, 13, yarче сделаю, 15 ряд. Нужно убавить 3 петли через каждые 4 петли. Поехали. 4 петли провязываем. Раз, два, три, 4. Так, убавляем. Раз, два, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть. Дальше. 11, 12, 13, 14. И последняя убавка у нас идет. 15. Да. Все. На круге у нас 15 столбиков без накидов. Протянули, да? Соединяем круг. Теперь смотрите. По желанию можете перейти на следующий цвет. Да, воздушную петлю обязательно. Каждый раз в круге делаем воздушную петлю подъема. Я сейчас еще провяжу просто рядов 6, наверное, по кругу. Все, это 15 уже столбиков у нас будет вязаться все время. Будет вязаться все время. Голова у нас уже готова. Теперь будем вязать туловище. Вот видите, как-то здесь мордашка такая. И вот здесь мордочка такая наша, да, змеюшки. Смотрите, я сейчас за кадром провяжу еще 6 рядов столбиков без накида, 15 столбиков без накида в каждом ряду. Считайте, потому что можно где-то ошибиться. Это уже проверено, наверное. Так, и потом я буду подсоединять другой цвет. Вы же можете уже подсоединять сразу. Это по желанию. Я же говорю, я буду делать, скорее всего, желтых я буду сначала провязывать 2 ряда, потом 3 ряда, потом 5, 2 ряда, может быть 3 ряда. Я еще подумаю. Там, конечно, вы видели на фотографии, оно одинаково идет. Я посмотрю. Здесь у меня 6 на 3, а здесь может будет 6 на 6. Я посмотрю, сейчас подумаю еще. Я вам сейчас покажу, как я присоединяю, чтобы вы уже поняли, как это делается, да? Значит, сейчас еще раз объясняю, провязываете по кругу, сколько нужно вам рядов. Я провязываю 6, можно 4, но я хочу 6. Я не хочу, чтобы сразу желтая полоса была прямо от головы. Хотя, кому как нравится, можно уже сразу желтую здесь полосу, да, или любую другую полосу. Можете, конечно, одним цветом вообще все вязать на нужную вам длину, да. Вот, сейчас я провяжу 6 рядов, я уже не считаю и буду себе вязать уже как мне интересно. Можете себе каждый ряд считать. Я вам еще раз говорю, у меня, по-моему, здесь 96 рядов на большой змее, да. У меня получается здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по 3 ряда желтых. Здесь всегда 6 идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по 6. И в конце я провязала 3 раза по 2 ряда столбиков без накида. И последний я провязала 1 столбик без накида. И потом уже пошла убавлять хвостик. Еще 4 ряда я провязала просто столбиков без накида, а здесь уже начала убавлять. Это мы с вами все еще провяжем, да, вот, поэтому
посмотрите. Вот. И этот вот. Сейчас все посмотрим, как мы сделаем. В общем, провязывайте сколько вам нужно. Эти какие мордашечки. Причем дольше одна и та же, да, но мне кажется, черная она как-то увеличена. Хотя здесь крючок больше, здесь крючок меньше. Тут пятерочка, тут четверочка. В общем, обе мордашки красивые, получается, да. Сейчас я провяжу, и мы посмотрим. Покажу, как будем менять цвет. Так, я связала еще вот 6 рядов. Эти как бы не крутили по кругу, да, не шли, оно все равно будет идти полоса наискосочек, да. Теперь я буду добавлять желтую пряжу. А нет, сначала надо набить этим синтепоном. Я вам сейчас покажу. Вот. Я беру по чуть-чуть. Не забиваю сильно туго, но и не забиваю слишком слабо. И потом каждый раз я буду, когда где-то примерно вот такой кусочек провязывать, да, я буду также забивать его сразу синтепоном. Потому что потом будет очень сложно забить змеючку. Вот так. Туда вот проталкиваю. Это можно, конечно, было бы сразу, когда здесь довязали. Но я решила так сделать. Можете, в принципе, сразу после 15 ряда, если вам так сложно будет, сразу набить этим холофайбером, синтепоном. У кого что. Вот так вот. Видите, уже как красиво получается. Вот делаю. А ну вот, видите. Такая морда змеюшечки. Если вам хочется потуже, можете сделать потуже. Но я же говорю, если эта игрушка будет предназначена для ребеночка, да, а не как для декора, то уж лучше тогда не сильно забивать. Даже не знаю, сколько холофайбера уйдет. О, вот так вот. Я набила, распрямила вот так, как мне надо. Вот так вот. Чтобы было везде все одинаково. Сравните мордочки наши. Змеюшечек, да? Что-то, мне кажется, она больше. Хотя я же говорю, это крючок здесь 5, а здесь 4. Он как-то больше. Может, наверное, все-таки черная пряжа чуть толще идет. Ладно, теперь мы будем присоединять, да? Черную я не буду ее обрезать. А она будет вместе, эти желтые, да? Смотрите, что я делаю. Я вот туда засовываю чуть-чуть пряжи желтенькой, да? Черную я отведу в сторону, потому что они будут путаться. Я так стараюсь, чтобы один клубочек был в одной стороне, да, другой клубочек в другой. Так, чуть-чуть слегка запустила, много не буду. Вот у нас петелька на крючке, да, вот петелечка. Я завожу в этот, да, там, где у нас было, захватываю желтую и протягиваю. Черную я подтяну чуть-чуть, вот так вот подтянула. И делаю воздушную петлю. Все. В этот раз я сейчас не вешаю маркер, потому что я вижу, где у меня будет петелька. Подтянула. И провязываем 15 столбиков, да, без накида. Раз. Так, два. Секундочку. Три. Четыре. Пять. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Вот так. И теперь я их ввожу и протягиваю желтенькую. Раз и два. Вот так. Черную еще раз можно подтянуть хорошенечко. Делаем воздушную петлю вот так и вешаем маркер. Все. И сейчас я определюсь, сколько еще рядов провяжу. Вот, скорее всего, будет это 6. Буду делать 6 на 6. Скорее всего, я сейчас еще подумаю. Видите, все равно, конечно, видно, но уже не так, как... Видите, когда идешь по кругу, все равно ряд проходит чуть-чуть вверх. Видите, он как искажал, как по спиральке идет. Вот, как бы ты ни крутил, а по кругу идет как по спиральке. Поэтому оно и идет. Шов у нас как по спиральке. Все, сейчас я провяжу несколько рядов, еще посмотрю, сколько рядов я буду делать. И потом будем опять присоединять черную ниточку. Так, я провязала еще 6 рядов. Решила сделать 6 на 6. Да, 6 желтеньких, 6 черненьких. Теперь мы опять сейчас холофайбер, да, туда засунем. Вот так. Можно помочь себе палочкой какой-то, ну я пальцами, руками, да, помогаю себе. Вот так вот получается. Чуть-чуть можно. Чуть-чуть. Вот так. Хотя можно как-то попробовать сделать, как жаккардиком сделать. Одна, потом черную вводишь, желтую вернее, сделать такую красивую. А вот посмотреть потом. Вот. И теперь опять, как видите, буду менять цвет пряжи. Я ее не обрезаю, подтягиваю петельку, беру крючок и опять так же самое делаю, да, вот ввожу петельку, достаю и протягиваю. Здесь подтягиваю вот так, делаю воздушную петлю вот так, и опять 15 столбиков. Раз. Сейчас будет голова стучать по штативу. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 и 15. Вот так. И теперь соединяем вот в эту черненькую.
затягиваем. Вот так. И воздушная петля для подъема, да. Все. Вешаю маркер. И так продолжаю вязать. Видите, надо еще так красивенько сделать желтую петлю. Практически, да, не видно этот переход. Вот. И так вы вяжете длину, нужную вам, да. Я еще раз повторюсь, что у меня связано будет, наверное, опять же 96-97 сантиметров. Так, хотя здесь змеюшка. Да, смотрите, какая разница все-таки. Смотрите, какая колоссальная разница, да? Так, какая колоссальная все-таки разница. Пряжа одна и та же, все одно и то же. Крючки только разные, да? Здесь 4, здесь 5. И здесь он рыхлый, тут более плотный, а голова больше. Вот так. Тут все поправится потом. Надо холофайбер правильно разместить еще, чтобы красиво смотрелся. Ну, красиво. Вот щечки немножко разные. Мне кажется, может, глазики надо было вот здесь сделать. Черный бы не было бы видно. Вот так. И вот смотрите, здесь у меня 3 воздушные петли, а здесь у меня амигуруми, видите? И нету ни здесь дырочки, ни здесь дырочки. Поэтому как-то так. В общем, вяжите и встретимся уже с вами, когда мы провяжем нужную длину. Да, я еще раз говорю, нужную длину мы провяжем. Встретимся с вами. И я уже покажу, как я буду делать хвостик. Вот. Все, продолжать вязать. Так, вы видите, я уже связала, да, у меня уже пряжа заканчивается черная, поэтому эта змеюшечка будет как можно, ну, немножко меньше. Значит, я провязала 6 раз черных, да, по 6 рядов, и 6 желтых по 6 рядов. Потом я провязала 4 черных по 4 ряда, да, 4 раза черных по 4 ряда и 3 раза желтых по 4 ряда. Здесь в конце вы можете провязать на хвостик, да, сейчас будем вязать уже хвостик. Вы можете провязать сколько нужно вам рядов. Я провязала 4 ряда, вот, да, беру крючок номер 4, так, и вешаю маркер. Забыла вам сказать, что всегда, когда вы будете делать воздушную петлю подъема, у вас всегда в каждом ряду будет на одну петлю больше. Я ее просто провязываю, всегда у меня по кругу 15 петель. Значит, у нас идет первый ряд, да, я беру маркер, чтобы не сбиться, сколько я провязываю. Первый ряд. Делаем 3 петли, 3 столбика без накида, да, 1, 2, 3 и убавку делаем. Сейчас будет змея крутиться, она длинная, будет неудобно немножко. Убавку делаю, вот видите, вставляю крючок в одну петлю, захватываю рабочую нить, вставляю в другую петлю, захватываю рабочую нить и провязываю 3 петли вместе. Одна убавка, опять 3 столбика без накида, 1, 2, 3, так, и вторая убавка. Так же самое делаем, одна петля, второй столбик без накида и провязываем. И опять 3 столбика без накида, 1, 2 и 3, и еще одна убавка. Раз, 2. У нас должно получиться 12 петель. Есть. Вот, видите, там, где у меня маркер, я захватываю петелечку, ввожу туда крючок, да, вытягиваю и протягиваю соединительным столбиком. Делаю одну петлю подъема, вешаю на него маркер и теперь провязываю еще 2 ряда по 12 петель.
Второй, третий ряд я провязываю по кругу. Провязывайте самостоятельно. Вторая убавка делаем. Добавляем 1 и 2. И последних. Сейчас, секундочку. Надо перевернуть ее. Давайте еще раз. 1 столбик без накида. Второй столбик без накида. И убавка. 1, 2. Вот я вам говорила, что остается один лишний столбик. Мы его пропускаем и просто вставляем крючок там, где маркер. И соединяем. Сняли маркер. Воздушная петля подъема. Так. Теперь вы провязываете 5-й, 6-й ряд по 9 петель. 2 ряда провязываете самостоятельно. Так, 7-й ряд. 1 петля, убавка. 3 раза нужно убавить петли. И получится у нас 6 петель. Давайте, наверное, еще немножечко синтепон добавим, потому что уже мы провязали, считайте. Извините, что я так громко кинула. Так, добавьте еще синтепона туда. Еще можно, да, добавить вот так. Все. Хвост наш уже сужается. Так, поехали. 3 раза нам нужно убавить по 1 петле. Так, делаем 1 столбик без накида, провязываем. Убавка. 1, 2, провязываем 3 вместе. Есть. Дальше 1 столбик без накида, да, убавка. Опять 1, накинули, 2 раз накинули, протянули. Так, 2 раз мы убавили петлю. И сейчас будет 3-й раз. Провязываем 1 столбик без накида и убавляем. Так, 1, протянули. Вот наш. Видно еще здесь. Ой, простите. Так, зацепила, неудобно. Так, и вот 2-я петелечка. У нас тут 2-й столбичек. Вот затянули, да, и закрыли. И соединяем. Протягиваем там, где маркер. Вот, соединили. Воздушная петля подъема. Вы, конечно, можете, же говорю, вязать по спирали, но я люблю, как она, чтобы не сильно так закручивалась. И оно не так будет слишком видно. Так, теперь еще провязывайте 8-й, 9-й ряд самостоятельно. И делаем потом последний ряд уже. Так, провязали. Ну, я сейчас еще попробую добавить синтепон сюда чуть-чуть. Все-таки попробую. Крючком туда попробую. Вы можете тоже это попробовать. В принципе, можно, видите, помогательными средствами. Вот так. Вот так. Вот. Я еще добавила синтепончика туда. Все. Отлично. Расправлю сейчас. Вот так. И теперь мы делаем 3 убавки. Это последний 10-й ряд наш. Делаем 3 убавки. Петелечка. Петелька затянулась. Так, делаем 3 убавки. Должно быть 3 петли у вас там. Нет, 3 столбика. 1, 2, 1, 1, 2 убавка и последняя убавка. 1 и 2. 3-я убавка. Все. Затянули. Я сейчас еще здесь подхвачу.
еще один раз, чтобы остренько было, да, но сейчас петелька большая, подтягиваю. На дольче, конечно, неудобно. Сейчас сделаю вот так, чтобы острие было немножечко, да, захвачу петелечку, еще одну. Вот, и, все. И делаем еще одну петлю воздушную, вытягиваем нить и обрезаем. Так, ниточку обрезали. Теперь ее нужно спрятать. Вот у нас есть петелечка, да, мы туда вводим кончик нити. Вот. Затягивать нужно аккуратнее, потому что пряжа не очень дольше, да, ведь она уже такая потрепанная. Хорошо затянули, и я вот так вот делаю, ввожу крючок. Тут надо еще распределить холофайбер. Вот я ввожу крючок и ближе к всему, вот у нас, да, здесь протягиваю, вот так вот захватываю, зацепился крючок, вот это здесь, да, и вот так вот пряжу я пытаюсь вытянуть. Вот так, да. Главное аккуратненько, чтобы ее не порвать, где она оставляет. Теперь так же самое еще я захватываю, да, и еще раз хочу спрятать. Можно взять крючок потоньше, не захватила ее. Пытаюсь туда вот ее затянуть. Несколько раз можно вот так даже продеть ее. Все. Вот, можно было достать, обрезать. Вот такой хвостик у меня получился. Вот, расправьте немножечко пряжу. Видите, сыпется пряжа. И вот наша вот такая вот змеюшечка. Ой, ракушка улетела. Этот хвостик, вы заметили, у меня другой, да, более острый, чем я предыдущий раз вязала. Я здесь, его немножечко по-другому связала. Видите, это такой, мне не очень понравился, а этот более, видите, заостренный получился. Вот такая вот у нас змеюшечка. И да, черной пряжи у меня почему-то меньше оказалось, чем должно было хватить. Но видите, даже не осталось ничего практически с клубочка. Где наш клубочек? Вот это вот все, что осталось со 100 грамм, да. И сейчас я ее измерю и вам скажу, сколько у нее длина какая. Ну, значит, смотрите, от начала шеи, да, вот отсюда, она имеет почти 100 сантиметров, а от начала носика, да, до конца хвостика почти 113 сантиметров. Вот так вы можете вязать любым цветом. Сейчас я пытаюсь. Вот такая вот она, видите, я люблю черную, мне понравилась черно-желтая, она мне напомнила пчелочку, да, вот так вот, вот. Змеюшечка вот такая. Да? Ну, в принципе, нормально. Длинный хвостик. Вот. И вторая чуть-чуть побольше немножечко получилась змея. И хотя я ее вязала просто... Это более у меня плотнее, это более рыхлее у меня. Вот такие. Ту маленькую я еще не довязала, потому что увлеклась еще одним процессом игрушечным. Вот, и я вам ее тоже покажу. И забыла вам сказать еще, что вес вот этой змеи 180 грамм, да, черно-желтенькой, а вот этой змеюшечки вес 150 грамм. Вот это дополнение, да, так как вначале я не сказала, поэтому я вам говорю в конце. Вот такие две красавицы у нас получились, да. Это моя произвольная такая тематика, так как у нас сейчас в Украине, да, немножечко. Ладно, я не буду говорить, потому что не хочу, чтобы меня YouTube забанил, да. В общем, вот такие цвета я подобрала. Вот этот цвет змеи я нашла в интернете, фотографию настоящую, ну и связала такую уже как бы искусственную, да. Вот, там уже немножечко своего добавила, ну, может, по ширине полос вот этих. Вот, это, напоминаю, связано крючком номер 5.
Эта змеюшечка связана крючком номер 4. Это более рыхлая, это более плотная. Но, кстати, они обе могут, да, как и та, как и это, быть. Существовать можно и так вязать, и так. Мне и так понравилось вязать, да, и так. Думаю, больше 5,5 не надо брать. Ну и меньше 4 тоже считаю, что не надо. Можно даже взять 4,5 между ними, да. Но меньше 4 на дольче, я думаю, вязать, ну, не стоит. Я так думаю, конечно. У каждого, конечно, свое будет там пробник, да. Если вы уже вязали дольче, то вы, я думаю, сами уже подберете под себя крючочек. Вот. Я вам благодарна, что вы меня смотрите, да, что вы подписываетесь, ставите лайки, смотрите мои видео, мои ролики, да. Я всех благодарю и желаю вам мирного неба над головой, мира в душе. Берегите друг друга, о нашей Украине любимой, да. Я желаю скорейшей победы. До новых встреч!